Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет об игре через два сета. Один сет это боевой у нас, да, как бы набор, и второй это на лидерство. Это актуально для тех игроков, которые не могут позволить себе собрать агрессию, да, не донатят, или не хотят, или не имеют возможности, да, и вот смогли собрать себе нужный им сет боевой, да, то ли агрессию, то ли сет на скорость, если магами, или если через медведей кто играет, сет варвара, да, и на темных сет вампира, да, соответственно, багрянцам. Вот, соответственно, лидерство там будет очень невысокое, да, обычно собирают 4 вещи и ставят 2 седьмых, вот как здесь мы видим. Седьмые вещи мы вставляют свойства на героя, увеличивают им атаку, защиту, некоторые вставляют усиление навыка. Здесь уже каждый по-своему выбирает, да, смотря сколько героев. Можно вставить в 2 седьмые вещи 4 геройские, так сказать, вещи, да, то есть увеличить атаку и защиту 4 героям. Можно вставить герою и увеличить защиту, атаку урс, да, к примеру, как здесь стоит, или же ангелов, если через черных, там, демонам увеличить атаку и темным коням, если играть исключительно этими войсками, да, но сейчас очень многие играют через элиту, поэтому более правильно, там, рационально, скажем так, поставить именно на героев, да, 4 ставить для 4 героев, или же 3 героям и 2 героям, к примеру, увеличить их ульту, да, усилить навык. Вот. Поэтому 4 вещи у нас будут с набора, да, в них ничего не вставляется. Они увеличивают нам показатели наших воинов, да, тех, которые, ну, входят в список сета, да, то есть вот в каждом сете свои воины. И все. Соответственно, чтобы повысить лидерство, да, некоторые пытаются ставить именно в седьмые вещи лидерку, но это всего 2 вещи, и это очень мало. Поэтому для игры таким вот вариантом, да, можно собрать второй сет себе. Его проще всего собирать и дешевле с пятых вещей фиолетовых. Но я бы рекомендовал собирать все-таки 6-е фиолетовые вещи. Они дают 78 прирост максимальный по лидерке, да, то есть можно выловить 78. У 7-х вещей можно 7-ю вещь вставить, да, там будет 89 лидерки, еще больше. Тогда как 5-я вещь, она, конечно, стоит дешево, но она дает всего 59 лидерства, да, то есть довольно-таки между 7-й и 5-й вещью, ну, очень много разницы, да, между 6-й и 5-й кажется немного, но там помимо того, что дают вещи, да, там 59 или 78, да, при максимуме, есть еще резонанс, который тоже дается сверху, и все-таки стремимся собрать именно 6-е и именно розовые, да, потому что золотые вещи в данном случае для сета лидерства, они нам не актуальны, потому что они дают на 4-м навыке именно увеличивают свойства геройские, да, и за счет этого они гораздо дороже стоят, чтобы их выковать, больше материалов нужно, поэтому делаем именно через розовые, не нужно сделать золотыми. И стараемся выловить, естественно, максимальный показатель лидерства, то есть не обращаем внимания на другие показатели, ловим лидерство. Потом как это работает, да, то есть у нас получается есть герой, у него там в стандартном варианте лидерство 2656, да, соответственно мы берем, включаем свой второй слот с лидерством, заходим, пополняем. И теперь есть несколько вариантов развития, да, если мы хотим, к примеру, выставить на арену 5 героев, да, мы так вот заходим, выставляем 5 героям лидерство, пополняем им, можно включить еще скин похода на лидерство, можно включить скин на лидерство замка, попросить рубаку, да, то есть и получить максимальный заряд по лидерству. Потом берем этих 5 героев, выходим из города и сажаем их на поля. Все, они сидят на полях, лидерство у них никуда не денется. И тогда можно заходить, включать боевой сет, соответственно, менять скин похода на какой-то боевой, да, то есть который дает там жизнь, атаку, там защиту, каждый по-своему, у кого какие есть. И, соответственно, можно менять скин замка, да, включить арену. И получится, что у нас, когда герои сидят на полях с полным лидерством, да, который мы накрутили, оно никуда не девается. А включив боевую одежду, мы получаем свойства именно боевых вещей. Тогда мы берем, заходим в арену и нажимаем обновить. И у нас получается, что с полным лидерством и с боевыми скинами, боевыми одеждой, да, с сетом, у нас герои встают на арену. Для того, чтобы
ходить в атаку, к примеру, да, то есть нам нужно посадить героя сюда, в наше убежище. Сюда можно 2 героев посадить. Потом заходим точно так же, меняем сет одежды, и все, у нас сейчас герой мы видим, лидерство на 800 увеличилось, ну, имеется в виду для ранга единицы, да, то есть, и мы можем пойти им как повоевать, то есть можно зайти вот в пустошь и ударить кого-то, или же, ну, я не буду бить, то есть мы его достаем, можно нанести атаку или просто посадить вот так, и он будет сидеть с лидерством и с боевым оружием, да, то есть с боевым сетом и с камнями, которые там боевые стоят. Точно так же в сет на лидерку вставляются и боевые, не боевые камни, а именно камни тоже на лидерку, да, то есть все просто. Вставляем 1 на 10 камень, потом собирается, когда все 6 камней соберете на лидерку, потом собираете камни не геройские, а камни, как он, забыл, называется. Так, где у нас? Вот камни, да, камни наемника. Берем, собираем камни наемника. Они не так дорого делаются до 10 уровня. Соответственно, камни наемника получаем 10 уровня, вставляем наемника, берем их, скрещиваем с камнями на лидерство, да, то есть по 2 камня вставляем. Ну, это занимает очень много, конечно, времени и много камней. Ну, сейчас камни тоже сыпятся отовсюду. И не такая большая проблема их собрать. Все, скрещиваем наемника, вставляем в одежду. И у нас получится в конечном итоге все камни будут давать нам по плюс 25 лидерки, да, все 3 камня скрещенные. Вот сейчас есть такая возможность. И как бы очень хорошо. Плюс сверху добавляется к этим камням, ну, прибавка еще от резонанса, да, и мы получаем такую лидерку, как вот у топов на арене, там уже за 5000 лидерки, соответственно, да, то есть, ну, а простым игрокам, ну, на шестых вещах, конечно, такую лидерку не получится, там чуть-чуть ее меньше, соответственно, ну, это не так актуально на самом деле. Точно так же можно и сражаться на драконах, да, то есть вы с кем-то договорились, что прилетите в какое-то там назначенное место дракона, заходите, включаете сет на лидерку, включили, отправили по координатам дракона, пока дракон летит, вы заходите, меняете, включаете боевой сет, включаете арену, да, если у вас было до этого использован какой-то скин, повышающий лидерку, есть сейчас постоянные скины, повышающие лидерство, да, соответственно, можно его использовать все время, и тем самым увеличивать искусственно себе лидерство. То есть один бой прошел, все, каждый бой нужно менять. Соответственно, если вы отправляете куда-то в креп, где есть автопополнение, здесь, к сожалению, работать не будет. То есть вы отправили, по вам прошла атака. Если у вас потери в бою были высокие, да, то есть вы проиграли бой, соответственно, или же вы потеряли бойцов больше, чем как бы порог обычный, да, вот как здесь был 2600, он пополнит по 2600. Все, он не будет пополнять, как у других стек. У вас будет один стек, к примеру, 2600, другой 3000, да, там, соответственно. То есть, не нужно будет после каждого боя менять. То есть, если это в чуде, в укромке, это, конечно, не так удобно. Но, опять же, если вы играете через, ну, сет скорости или сет варвара, да, если вы просто вставите 2 лидерки, тоже вас это не спасет. То есть, тут надо смотреть. То есть, приловчиться, это все не так сложно. Играть в защиту точно так же можно ставить. Соответственно, если мы выставляем, как сейчас, вот у нас собирают на поле 2 героя, да, даже 3 можно выставить, одного посадить в новое подземелье, вот 3 героя, 2 собирают в пустошь, ну, сейчас временная акция, да, обычно 1 в пустошь и 1 в подземелье. Соответственно, 2 можно посадить героев в убежище, все, у нас будет 5 героев спрятаны по лидерству, потом мы включаем боевой шмот, выходим сюда из замка, да, к примеру, и через эту систему, то есть мы их возвращаем с пустоши, с убежища, отовсюду, да, потом заходим здесь в гарнизон и выставляем их в гарнизон. И если их не трогать, вот у вас 4 героя будут тоже с лидерством стоять в защите, то есть можно их так вот себе выставить в защиту. Опять же, это до первого удара, да, ударили, соответственно, нужно убирать, если вас сильно там побили. Если не сильно, то можно просто местами поменять, да, первый, который встретил, поставить его в конец, а последнего в начало, да, чтобы полный стоял.
тут же смотреть по ситуации. И так несколько там атак принять полными героями, да, с полным лидерством. Такие вот варианты развития событий присутствуют. Вот. Но все равно, конечно, я бы рекомендовал играть, все-таки сейчас более актуально играть от одного сета, где стоит и лидерство, и наши геройские навыки. Но это актуально, конечно, если вы играете через агрессию. Если нет возможности через агрессию играть, то приходится как-то вот импровизировать. На этом все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Всем спасибо.